Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео я начинаю возле польского консульства во Львове. Это новое современное здание, которое здесь построила Польша. Раньше было маленькое, оно находится рядом. И вот такая здесь площадь. Памятник Ивану Трушу. Это Иван Труш, это известный львовский художник. Вот такая площадь. Недалеко отсюда есть улица Парковая, которая ведет к главному входу в Стрийский парк. А это посольство. Дальше за посольством поднимается улочка, она называется имени Ивана Франко. И вот на этой улочке множество прекрасных зданий. Вот в одно из них, посмотрите, какая вилла. Эта улица просто усеяна такими жемчужинами, и мы с вами пройдемся немножко вверх, и я вам покажу, какие здесь красивые здания. Улочка такая, можно сказать, спокойная, тихая. Здесь ездят сейчас только машины, вот, но красивых домов здесь хватает. Здесь такая, как бы сказать, по-польски это звучит виллова dzielnica, то есть микрорайончик, который усеян такими вот частными домами или виллами. Ну и также, как вы видите, есть и каменицы, то есть такие вот как этот дом, несколько этажей, вот такие жилые дома, здесь люксовские квартиры. Перед домом обычно палисадник, вот. Или дворы, это зависит от того, какой участок. Вот зайдем сюда, посмотрите, здесь какая шикарная вилла. Ну, конечно же, некоторые выкупают, и они уже в таком отреставрированном состоянии. Тут же также, видите, уже кто-то что-то достраивает, но хотя бы во дворе, хотя бы не портит архитектурный ансамбль улицы. Вот, что-то там сварганили такое современное. Вот, посмотрите, так как я говорю, обычно перед такими домами палисадники были, здесь были деревья, кусты, цветы. Все это летом выглядит очень и очень красиво. Или, например, вдоль забора садят виноград дикий, то есть это все выглядит очень и очень уютно. Сейчас не так, как раньше, наверное. Посмотрите, какая резная деревянная веранда. Вы можете себе представить, как это выглядело, когда каждый дом был, как сказать, принадлежал своему хозяину, и который который этим домом занимался, и когда этот дом просто сиял от ухоженности. Вот это еще оригинальная польская изгородь, которая дошла до наших времен. Идем дальше, посмотрите, какой здесь виднеется шикарный дом, но его уже немножко, как сказать, переделали, потому что, видите, вот там такая шахта. Я думаю, что это лифт. Хотя не уверена, но что-то, если такое стеклянная такая туба до самого верха, наверное, здесь какой-то лифт. Наверное, внутри какое-то учреждение, мне так кажется. Вот, видите? Что же это может быть? Да, это, наверное, лифт. Вот такая брусчатая мостовая. И идем с вами вверх. Я хочу вам показать одно место, которое мне посоветовали посетить. Я здесь никогда раньше не была. И с удовольствием иду и возьму вас вместе с собой. А по дороге давайте любоваться тем, что находится вокруг нас. Я просто в восторге от этой улицы, от ее климата, от ее такой атмосферы. Я просто балдею. Иначе не могу выразить свои чувства. Вот посмотрите, какой интересный знак. Я такой вижу впервые. Очки под пешим переходом, под зеброй. Кто знает, напишите в комментариях. Вот я перешла на другую сторону, чтобы вам показать еще здесь, какие находятся дома. И по архитектуре мне кажется, что они были построены в австро-венгерский период, когда Львов принадлежал Австро-Венгрии. Какие красивые балконы. Вот еще раз покажу вам тот дом с лифтом.
Мне кажется, здесь какое-то учреждение или какая-то организация, а может и отель. Скорее всего, отель. Вот давайте полюбуемся этими домами. Я уверена, что здесь люксовские квартиры. Улица идет вверх, и потому дома тоже такие по наклонной. Но как они красиво здесь вписаны. Летом, наверное, здесь еще красивее. А наша цель сегодняшней прогулки – вот этот костел. Костел Швентой Зофии, то есть Святой Софии. Но я думаю, что сейчас здесь не костел. Вот. Обычно тут костелы сейчас передают греко-католическим церквям. Костел небольшой, находится на возвышенности. И, посмотрите, территория красиво ухожена. Так что летом здесь тоже будет очень уютно, очень красиво и приятно провести здесь время. Вид на улицу, вот здесь вход. И мы пройдем с вами на внутренний дворик. И я вам покажу одну вещь, из-за которой я захотела сюда прийти. Как видно, смотрите, территория очень красиво выглядит. И это то, зачем я сюда пришла, это памятник святому Шарбелю. Кто со мной уже давно, тот помнит, что летом я записывала видео, когда случайно попала в один костел во время путешествия, и там находились святые мощи Шарбеля. А так как мы в семье молимся к этому святому, то я посчитала это как палец Божий, что мы попали в этот костел. И когда я узнала, что во Львове в этом месте находится фигурка святого Шарбеля, я обязательно захотела сюда прийти. Костел сейчас закрыт, то есть церковь. Я не могу посмотреть, есть ли там какие-то святые мощи, но даже вот прийти поклониться его памятнику я считала такой очень хорошей идеей, вот, потому что как бы для меня это какая-то такая духовная связь. Уже второй раз меня святой Шарбель как бы зовет за собой. Для тех, кто никогда не слышал о таком святом, обязательно почитайте и узнайте. Это большой человек, который сделал очень много для других. И вот, друзья мои, в конце этого видео я вам вставляю, для тех, кто не смотрел мое летнее видео, это мощи святого Шарбеля в Польше, когда мы нашли их в одном таком, как сказать, провинциальном костеле во время путешествия. Были очень удивлены и очень рады такому событию. Обязательно, друзья мои, почитайте об этом человеке. А я прощаюсь с вами, до новых встреч и смотрите следующие мои ролики со Львова. Пока-пока!